Всем привет! Надеюсь, вы прежде всего здоровы в это непростое время. Я пока вроде бы тоже здорова. Вот пришлось переоборудовать комнату, из которой я так хотела уйти. Пришлось ее переоборудовать в достаточно сомнительную студию. И пока вещать отсюда. Сегодня спецвыпуск нон-блога, как нетрудно догадаться, про коронавирус. О том, что происходит в нон-лиге, где вроде бы ничего не происходит, но на самом деле событий достаточно. Мы поговорим с Настей, с Сашей Горюновым и с некоторыми нашими друзьями из нон-лиги. И я сейчас спрошу у Насти: Настя, что там вообще в Англии происходит, что говорят, как государство пытается помочь стремительно беднеющим предприятиям и простым людям. Первый случай заражения коронавирусом в Великобритании был зарегистрирован 31 января. И весь февраль был достаточно странный, потому что, с одной стороны, все искренне надеялись, что вирус до сюда не докатится, эпидемии не будет, жили так, как жили, руки особо не мыли. А с другой стороны, вот бизнес-то как раз уже начал готовиться к тому, что все схлопнется. И весь февраль и начало марта потихонечку начали увольнять людей, переводить их в неоплачиваемый отпуск, сокращать штат, сокращать часы работы и так далее. Государство очень долго не хотело вводить карантин, потому что все понимали, что количество безработных тогда будет невероятное, и что с ними делать непонятно. Но в итоге стало ясно уже к середине марта, что все, никак. Пришлось закрыть все рестораны, пабы, а потом вообще все общественные места. Все, страна ушла на карантин. И чтобы как-то успокоить бизнес, правительство объявило, что оно будет оплачивать 80% зарплаты всех тех сотрудников, которых переведут в так называемый, во временное увольнение, скажем так. Для этого их нужно зарегистрировать вот в этом статусе и платить им зарплату, а потом государство возместит 80% от этой зарплаты. Все бы ничего, но, разумеется, огромное количество бизнесов сразу же захотело в эту схему попасть. И там оказались весьма неожиданные персонажи. Самым большим скандалом последних недель было, конечно, то, что футбольный клуб «Ливерпуль», который, на секундочку, если я правильно помню, 7-й по богатству клуб на планете Земля, заявил, что более 200 своих, то, что называется non-playing staff, то есть всяких там стюартов, сотрудников магазинов и так далее, они зарегистрируют в этой системе, и пусть государство оплачивает 80% их зарплаты. Разумеется, все понятно. Никто не хочет тратить лишних денег, особенно когда сезон на паузе. И когда тут в эту вот государственную помощь просят клубы вроде Вокинга или, я не знаю, там даже более крупные клубы типа Ньюкасла или Борнмута, у меня больше вопросов к Тоттенхэму, конечно, но уж Ливерпуль — это вообще скандально. И, конечно, было огромное количество мемов, огромное количество шуток, огромное количество критики в адрес Ливерпуля. В итоге 2 дня назад они заявили, что все, баста, мы, передумали, сами заплатим зарплату, отстаньте от нас. Конечно, damage is done, и шутки по этому поводу еще будут продолжаться какое-то время. Но, с другой стороны, есть так много проблем сейчас в Великобритании, что, честно говоря, про Ливерпуль, и про чемпионство Ливерпуля, и про зарплаты Ливерпуля никто уже думать не хочет. Такие вот дела. Но одним из первых клубов, который объявил о том, что он уволит 60 сотрудников, не имеющих отношения напрямую к футболу, был Барнетт. По-моему, это было еще до того, как государство объявило о поддержке предприятий, страдающих таким вот образом. И, естественно, тогда тоже всколыхнула общественность это вот заявление Барнетта. И Александр Горюнов расскажет нам сейчас о том, собственно, с какими проблемами в общем и целом столкнулись маленькие клубы, почему они настолько сильно страдают, и почему, собственно, этот стоп может вообще многие из них уничтожить. Если что, я сейчас не про Барнетт. Так вообще. В воскресенье 22 марта The Non-League Paper вышло с обращением к премьер-лиге, к британскому правительству на первой полосе: помогите. То есть от этой остановки из-за коронавируса больше пострадают малые клубы, чем, скажем, клубы премьер-лиги. Почему? Например, возьмите АФК Борнмут, который недавно опубликовал свой финансовый отчет за сезон 18-19, где мы видим не только то, что Борнмут потерял чуть более 30 миллионов фунтов, а также то, что в дни матчей от продажи билетов и других активитис клуб зарабатывает всего
где-то 5% от своих общих доходов. Конечно, там большинство денег приходит от телевидения. И, конечно, даже для премьер-лиги это экстрим. Если мы спускаемся вниз по футбольной пирамиде, то, достигая, там, не знаю, национальной лиги, в пятый дивизион, мы видим, что клубы на матчах, на проведении матчей, самих матчей зарабатывают больше 50% своих доходов. То есть, когда, например, берем условный Барнетт, который анонсировал то, что будут уволены 60 человек, там можно понять, потому что у Барнетта еще осталось 7 домашних матчей, то есть они теряют практически треть денег от проведения игр. Ну да, там у Барнетта, может быть, не самая резонная модель, потому что клуб, мне кажется, старался вернуться в лигу, так что и терял по 100 тысяч фунтов в месяц, что, конечно, совершенно баснословные деньги, учитывая, что посещаемость там была, мне кажется, 1300, что ли, посещаемость уровня Maidenhead United, одного из немногих оставшихся полупрофессиональных клубов в национальной лиге. Опять же, Maidenhead United устроен по-другому, и клуб терял, мне кажется, в сезоне 17-18 потерял где-то 60 тысяч фунтов, что местный бизнесмен Питер Гриффин, который президент, заработал деньги на фармацевтических компаниях. Он, конечно, может им помочь, но даже Питер Гриффин бы не смог бы вливать в клубы по 1,5 миллиона фунтов в год. У того же самого Мейденхеда в этом сезоне осталось все 3 домашних матча. Так что, мне кажется, это финансовый, то есть удар из-за недоигрывания на данный момент сезона не такой сильный, как по тому же самому Барнетту, даже учитывая все другие факторы. Так что, посмотрев на это, мы видим, что национальной лиге, в нее включая 5 и 6 дивизионы, нужна помощь. То есть, насколько я понимаю, чтобы доиграть до июня даже, то есть дотянуть до июня этим 68 клубам понадобится 17 миллионов фунтов. Конечно, не такие огромные деньги, как, например, если взглянуть на EFL, им понадобится от 50 до 100 миллионов фунтов, но, учитывая размер этих клубов, это достаточно серьезные деньги, и будет, конечно, очень обидно, если из-за этой остановки мы потеряем какое-то количество этих клубов, потому что, опять же, надо учитывать, что все-таки футбольная пирамида, если ее фундамент как-то подорван, то это не может не сказаться на остальном футболе. Разные лиги приняли разные решения о том, что делать с этим сезоном. И, собственно, о том, как все это разделилось, я решила поговорить с Мартином Тайлером, который работает ассистентом тренера в Букинге, но заодно узнать, как там ситуация в Букинге. Well, of course, it's very difficult here for football at all levels. And below the National League, of course, the FA have taken a decision at the moment to write off the season. But that's not the case for the Premier League or for the Football League or for the National League, the senior level of non-league football. It is, I guess, all coming from the Premier League, who really want to finish this season. Obviously, there is the Liverpool issue, such an outstanding team, not won the league title for 30 years, never won the Premier League. I think there is a strong feeling at the top that even if the games are played behind closed doors, that season should be finished, whether it's June, July, maybe even later. And whether the Football League will be able to hang on to those coattails for long enough and the National League to hang on to the coattails of the Football League, we'll have to wait and see. But at the moment, we're just waiting. We're in limbo at Woking, really. And we'll just have to see what the football authorities decide. And of course, it all depends on the health of the nation. Well, it is difficult at Woking. Of course, the ground has been locked down for several weeks now. The manager actually hasn't been well himself. And the board of directors, who are all volunteers really, there's no paid staff on the board. There are 1 or 2 members of the club who do have full-time employment, and I think they're okay at the moment, but obviously bills have got to be paid and adjustments have got to be made, so it's not easy. That's the same for all football clubs. Woking are part-time, so in a way the outgoings aren't quite as heavy as the full-time clubs, so it's hard to know what's really going on. We're all being kept in isolation in our own little different worlds really, and there's not a lot of communication at the moment, so I think we're just looking at the bigger picture, waiting for this crisis to pass and make sure that we're all ready, fit and healthy to go again when the opportunity does eventually arrive. В общем, Уокинг, как представитель национальной лиги, еще ждет того самого момента, когда же лига будет доиграна. А вот все команды ниже 6-го английского дивизиона были, надо сказать, несколько обескуражены тем, что их сезон попросту обнулили. И
об этой ситуации мы поговорим сейчас с нашим другом из хэштег United Льюисом Престоном. Okay, subject to the ratification from the FA, our season is voided. It's done. And I think for me personally, I think it's a very big disappointment in the sense that, you know, all the hard work on and off the pitch that has gone into the league, cups, you know, we were in 2 semi-finals as well. We only had 10 games left, I think, maybe in the league, and it was on our hands. So for putting in all that work in that time, I think it's a bit of a disappointment. But as we know, obviously safety is the main priority right now. So I just hope, fingers crossed, a few months down the line, or however many weeks, or I don't really know in terms of time scale, hopefully the FA can sort of have a bit of a rethink and see if there's anything they can do for us in terms of maybe see if there's a more of a collective opinion, and maybe a lot of the teams get a say on it. But yeah, very disappointing. Ну, хотя понятно, что хэштег United все-таки чуть-чуть меньше страдает от вынужденной паузы, чем многие другие клубы. Все-таки топ-звезды. So I think it's quite hard to say in regards to if we'll be affected from this financially, because obviously we create a lot of content and we also have an esports team. So obviously health is the priority. We're not going to bring, you know, like the football team together to film some bits and bobs. We're still getting to do things remotely from home. Obviously I'm filming here now from inside my house. So we're still filming a lot of gaming stuff, you know, with the esports boys that we have. So we definitely have other ways of creating content, which is obviously going to help us still do what we do. Hi guys, Spencer here. We just got the news that our league and all the other leagues at our step and 2 steps above us and a step below us, steps 3 to 6 of non-league, have been, I believe the word is expunged, null and void. They never happened, apparently. So all those games on YouTube that we've uploaded were friendlies, really. Not gonna lie, I'm pretty devastated by that news. I know there's a lot of serious things going on in the world, of course. I feel like we've got to start every video we talk about football at the moment with that. We all know that, guys. Like, it's not like we're making videos saying the league should be happening now. We all know the league can't be happening now. I do feel there's other ways this could be resolved, and I know hashtag United is in a different position to a lot of clubs around us, and we've got to take that into consideration. I still don't understand why we couldn't just start it next season, whenever we do, as part 2 of this season. No one's given me a good reason why we couldn't do that. No one's told me why season 2021, even if it starts in 2021, like next year, can't just be part 2 of the season we started. Why are we so preoccupied with starting a new season? I know that players might move, I know that things will change, but that happens mid-season anyway. Why do we have to delete the season from the memory books? And I know that we're in a better position than many. I know that for us, this has cost us, this has hurt us. We're in the best in line in our league, first in line for promotion, gone. Whereas other people might have got relegated and now have been saved. So there's some teams sitting at home celebrating this. Likewise, we could have been mid-table and we could have been like, bother, it doesn't really affect us. That's how a lot of teams will be. But it doesn't feel right. It doesn't feel right to have 70% of the season played, in our case, 71%. In some teams in our league have played 82% of their games. And to have that not count. Malden and Tiptree in the league above us are like 15 points clear. Didn't happen. Same year they got to the FA Cup second round. Jersey Bulls, in a tier below us, in Jersey, 27 games played. They've won 27. They've won every game they've played this season. They already secured promotion, locked in ages ago. They were going up mathematically, not like us, arguing points per game. They'd done it. Didn't happen. Can you imagine? So as we know, Spencer sent an open letter to the FA with a number of different, I think it's around about maybe 50 signatures from other chairmen up and down the country. I think a lot of that is down to why should we think about a season that hasn't even started? Why couldn't we have sort of finished off the season where we left off and just sort of, you know, took it from there? So yeah, I think it's a hard one, but like I've said already before, I think everyone's safety is obviously most important, but we're all equally as disappointed. We're still creating content, we're still trying to power through, keep positive and all that good stuff. So hopefully the FA can change their decision and hopefully reward the people for all the hard work that they've put in already.
Спасибо Льюису Престона и хэштег United, но вот интересная получилась ситуация, что клубы, которые находятся ниже 6-го дивизиона, которым сказали, что обнуляется сезон и доигрывать его не будем, очень с большим удовольствием этот самый сезон доиграли. А клубы, которые находятся выше, ну то есть в 6-м дивизионе и в 5-м, далеко не все горят желанием заканчивать. Избранбор, например, считает, что надо бы закончить прямо сейчас и все обнулить. Ну, интересно, что Избранбор, конечно, легко говорить, а вот Wealdstone что делать, например, который шел на первом месте. Национальная лига просто повторяет за футбольной, потому что они всегда будут играть вторую скрипку. Сезон закончится сейчас, матчей больше не будет, так как контракты игроков истекают 30 апреля. Я опасаюсь, что они обнулят сезон, что очень глупо, потому что сыграно 80% матчей. Сезон 19-20 для нас и других клубов начался еще в мае прошлого года, если учитывать предсезонные приготовления. Мы работали в течение 10 месяцев. Наш клуб, как и многие другие, близок к финансовой катастрофе. Клубы нон-лиги полагаются на доходы от бара, от продажи еды, на деньги от спонсоров каждого игрового дня. На этом они зарабатывают больше, чем на продаже билетов. Клубы, которые хотят совершенно списать сезон, это лишь те, которые близки к вылету. А клубы, которые находятся выше, хотят сохранить текущее положение в таблице и пересчитать с учетом сыгранных матчей. Большинство клубов согласны с тем, что так честнее. Полная отмена сезона выгодна тем, кто его провалил, а не тем, кто преуспевал, как, например, мы. Знаете, что интересно? Я вот записываю этот выпуск нон-блога в своей квартире у окна, и за моим окном прошло уже несколько человек, довольно много. Проехало несколько машин, несколько такси, мусорная машина, поливальная машина. Если что, я живу не на Ленинском и не на Садовом кольце, а в обычном спальном районе. В общем, жизнь не остановилась, где-то еще ремонт идет, если вам слышно, извините. Но мне интересно вот что, какими футболисты вернутся после этого вынужденного отпуска, футболисты нон-лиги, потому что я вот, например, знаю, что заставить себя заниматься в 4 стенах довольно трудно. Вот, Настя, например, как ты вообще проводишь карантин? Вот что ты делаешь, сидя дома? Мой карантин проходит просто великолепно. Я много сплю, много ем. И мое главное физическое упражнение – это спуститься вниз за доставкой еды, взять ее и подняться с ней обратно к себе в квартиру. А еще иногда я выношу мусор. Я, честно признаюсь, у меня нет никаких моральных сил поддерживать физическую форму, то есть я очень мало делаю зарядку, очень мало... Ну, вот когда выхожу на улицу, стараюсь как-то, может быть, пробежаться или еще что-то. Вру я все, конечно, нет. Ничего я не бегаю. Но, тем не менее, в общем, когда есть возможность пройтись до магазина или там до работы от метро, я, конечно, рада этому обстоятельству, но специально, по сути, ничего не делаю, чтобы поддерживать свою форму. А что же с футболистами? Ведь они, в принципе, должны это делать. Я решила спросить у Мартина Тайлера, у кого же еще, о том, как футболисты Уокинга собираются не растолстеть к лету. Yeah, well, we are making the players do as much as we can make them do. We're sending them out challenges. They can't train together. Obviously, there's no meeting of any sort, really, so they're individual challenges. Last week, for example, we asked them all to do a 3-mile run and to send their times in to Ian Dyer, who's one of our coaching staff, to collate. And Ian did the 3-mile run as well. He's 36, I think, so he actually came in with a time better than a couple of the outfield players, so he was rather proud of that. But that's all we can do. And these days, I think, though, footballers are athletes 365 days of the year, whatever the circumstances. When I was playing a long time ago, you stopped at the beginning of May, came back at the end of July for pre-season, and nobody did much in between, so a lot of pre-season was done trying to sweat off the extra weight that you might have put on indulging in the summer. It's not like that now. They're fit all the time, so we don't have too many worries. Should the National League say you're starting, say, I don't know, in May, the boys will be ready, and we're trying to keep them interested as well as fit, but they'll be doing a lot on their own. Вот, собственно, и все. Надеюсь, я дала вам некоторое представление о том, что сейчас происходит в нон-лиге. Было приятно видеть всех, кто прислал мне видео. Спасибо Насте, Саше и всем моим друзьям в нон-лиге. Надеюсь, что из этой студии я что-нибудь еще запишу, и хотелось бы, чтобы как можно скорее, и чтобы это было уже посвящено окончанию пандемии, потому что мы все соскучились не только по футболу, но и просто друг по другу.
Бодритесь, оставайтесь здоровыми. Напоследок вам довольно забавное видео от главного тренера Истборн-Бора, которое он записал не для меня, а для, собственно, YouTube-канала Истборн-Бора. Вот, футбол обязательно вернется. Пока-пока. Let's be positive. The coronavirus is here. We're all going to fight it. We're all going to beat it. And we're going to stay fit. We're going to stay healthy. And soon we'll all be back together.